Чем больше сила, тем больше ответственность. Помни об этом, Пит. Помни об этом. Ты прав. Эта цитата отлично описывает данную игру. Ведь если отыгрывать будешь добряка и ко всему, так скажем, относиться ответственно, то ты получишь хорошую концовку. А если пойдешь против слов дяди Бена, то... И да, я не буду говорить в этом обзоре, что здесь есть... В игре есть 4 концовки, а еще прокачка. И в игре можно прыгать и летать на паутине и кричать уху-ху-ху-ху-хуй. 2009 год, где-то зима-весна. Вот примерно такой вот такой разброс. Я пошел, я любил гулять, особенности гулять по каким-то магазинам за дисками. Вот прям смотреть, лапать их, прям вообще обожал. И я тогда, мой глаз упал на Apple Shadows. Ну, то есть не на один диск, как вот лицензионные, да. В те времена, если ты на ПК покупал игру с одним диском, это считался диск для лоха. Потому что, типа, одна игра, ты чё? У меня он все части Call of Duty на CD-диске, Вот. Но, да. Я увидел целую антологию, вот, можете видеть этот диск на своем экране сейчас, вот, и проблема была в том, что я этот диск поменял, да. Я его купил, установил игру, но она не запустилась, потому что нужные файлы, игровые, кстати, файлы пираты решили вырезать, вот. И, кстати, на этом диске еще во всех играх про Паука не было ни одной катсцены, то есть они все были вырезаны абсолютно. Но благо я проходил другие версии, точнее, с других дисков, и там все было, все катсцены, кроме Ultimate Паука. Да, про катсцены в Ultimate Пауке я узнал аж лет 9 назад только, вот. И, значит, поменял я на другой, в этом же магазине, вот. Но только это было где-то через год аж, вот. Только тогда аж поменял. И я, значит, установил игру, уже с другого диска. Вот, фото показать не могу, потому что... этот диск до сих пор у меня остался, но он, где-то там в кладовке валяется. Вот, искать особо как-то желания нету, если честно. Могу как-нибудь потом на прямой трансляции показать, если будет такое желание, но как-то так. И с этого диска, да, игра установилась и игралась прям супер. Мне прям все нравилось, прям идеально, черт. И вот по сей день я прохожу эту игру. Правда, не с этого диска, а в принципе эту игру. Потому что, игра-то классная, игра-то хорошая, мне она нравится. Слов, не было тогда, тогда, в 2009 году. Ладно, поиграл в 2010 уже, но все же, это было прям вау для меня, потому что после трешки, которая была типа супер такая реалистичная, в Apple Shadows, которая более аркадная, все-таки я что заметил сразу, это легкость. Легкость паука, легкость полетов. То есть все было легко. Боевка легкая. То есть прям... И я такой, это идеальная игра для моих друзей. Потому что они третьего паука, никто из них не прошел. А я тогда уже прошел. Да. Это считалось прям, какие сложные игры. Да. И что меня тогда удивило, это, полеты, я уже сказал, легкие, аркадные, прям завораживающие. И тогда я заметил, что если очень часто летать, то есть непрерывно, то можно услышать прям тяжелое дыхание Питера. Главной фишкой этой игры является смена костюма, причем молниеносная, нажатием одной кнопки. Но, если честно, то это как-то вообще не впечатлило, от слова совсем, типа, знаете, да, показывают, что эта фишка есть, но как-то... И еще раз повторюсь, полеты и боевка, то есть полеты стали аркаднее, они стали гораздо проще, анимации, конечно, другие, это понятно, но... Как-то по кайфу, что ли. Вот по кайфу летать, по кайфу передвигаться, бегать по стенам. Короче, просто, настоящий кайф и балдеж. Просто играешь в эту игру и такой, Вот это одна из тех игр, в которые ты вот играешь и отдыхаешь. Просто классно. А боевка, она просто стала проще. Просто проще. Плюс прокачка, и ты сможешь бить так, словно их ударил не паук, а лысый плащ. Дошло? Обладать невыразимой мощью
чертовски скучно. Из новья в игре есть союзники, то есть играешь за хорошую сторону, у тебя там будет Лунный Рыцарь, Люк Кейдж, Росомаха, кто там еще? Я забыл, блин, кто там еще был. А играешь за плохую сторону, у тебя там, значит, в твоих союзниках будет Стервятник, Черная Кошка, Рино, Электро. То есть, да, можешь позвать союзников на помощь к себе. Но как таковой разницы между ними, ну, особо такой нет. Единственное, что прикольно, так это Рино. На нем можно кататься. Ну, не больше минуты. Он постоянно впадает в ярость, и это жутко бесит. И да, меня еще бесит миссии с Черной Кошкой. Во всех играх про Паука эта погоня вшивая меня просто уже доколебала. Нет, тут она тоже есть. Просто вот буквально моя реакция. Да как ты заебала? Quick Time Event, да, в третьей части они тоже были, от них все бомбили, но здесь они сделаны гораздо проще. И вот момент с кошкой мне показался очень смешным. И хотел бы говорить о виновнике всего сюжета этой игры Веном. Не называй меня так! Отныне я черная смерть! Честно говоря, Веном тут не самый интересный. А если быть точнее, то вообще из всех игр про Паука он тут самый неинтересный, самый невыразительный. Единственное, что дизайн у него прикольный, ну а так... Ну вообще нет. Блин, с ним буквально сколько, 2-3 встречи и финал игры, все. Вообще, ну это не дело, блин, что за фигня-то. Вернемся теперь снова к союзникам. Ведь сначала мы их встречаем в обычной их форме, а потом они будут в виде симбиотов. Ну, конечно, к сожалению, не все, а только лишь там сколько, 3. А так бы хотелось увидеть, конечно, Лунного Рыцаря, к примеру, или... Люка Кейджа, ну, было бы прикольно. Но, к сожалению, ограничились только вот 3 там, или сколько их было, 4, 3. Но, по моему мнению, получился самый интересный, это Росомаха. Ведь что в человеческом обличии, что в обличии Слизи, он довольно-таки прикольный и интересный. И даже опасный, в принципе, с ним бой-то. Если человек играет впервые, то он будет, ну, непростым. А я-то уже все, я-то поднаторел, так скажем. И все, я могу на счет 3, и все, он будет уже лежать, отдыхать. Но, да, в принципе, опасный противник и интересный. Особенно если проходишь на очень плохую концовку, там еще покажет его немного. Так что, в принципе, да. К сожалению, не все такие, как вот Росомаха. Блин, Электро вообще скучный. Кошка просто бесит, и скотина сложная, приходится удовольствоваться одним Росомахой. И в заключение я хочу сказать лишь одно про саундтрек. Он хороший. Это все, кстати. Он просто хороший. Он не гениален, он не какой-то прям супер, он просто хороший. Да, я чувствую, что над ним работали так же, как и над 3-м Пауком, но немножечко халтурили. Ну, не то, что халтурили, а просто, знаете, не на полную выкладывались в этот саундтрек, что ли. Вот чувствуется такое, что он немного слабее, чем вот в прошлой игре, и поэтому просто хороший. Да, он обычный, стандартный. Но некоторые композиции прям вот запали мне в душу. Хотя, если честно, я люблю целиком все альбомы. Прям вот могу слушать их в отрыве от игры вот без проблем. Что думаете вы об этой игре? Пишите в комментариях, я все прочту, отвечу мне. Вот мне правда интересно. Кто досмотрел до сюда, напишите 3 пятерки. Просто 3, там, 5. 5. 5. Скотина, блядь! Я узнаю, что ты досмотрел до конца, и ты красавчик. Вот. Так что спасибо за просмотр и пока.